Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. На этом подоконнике у меня стоят орхидеи розового цвета, вот я вам 3 показываю. Здесь у меня вот цветет еще такая классическая орхидея, видите, она распускает бутоны, здесь этих много бутончиков очень. Также вот дикий кот скоро готовится у меня распуститься, наращивает цветоносик, вот эти бутоны уже. И также на этом окошке я вам показывала орхидею Мирафлор, которая цветет желтыми цветами с малиновой губой. И я вам показывала, что в момент, когда орхидея цвела, она дорастила вот этот цветонос. И смотрите, очень даже хорошо дорастила. Раз, два, три, четыре, 5, наверное, будет 6, по крайней мере, на данный момент бутонов. Может быть, будет доращивать еще и больше. И кроме того, что эта орхидея дорастила цветонос, вот этот во время цветения, также вот я сейчас обнаружила, что у этой орхидейки, сейчас вам покажу, растет новый цветонос. Смотрите, то есть орхидеи достаточно питательных веществ, чтобы кроме того дорастить цветонос во время цветения, а также дать еще новый цветонос. И все это результаты полива, которые я вам показываю еще с осенью для цветения орхидей, для пышного цветения орхидей, продолжительного, чтобы орхидеи во время цветения вот наращивали бутончики дополнительные и цветоносы. Видите, они, получается, очень долго цветут. Конечно, я с вами согласна, что есть сорта, которые доращивают цветоносы во время цветения. Но если будет недостаточный уход, не будет хватать питательных веществ орхидеи, какой бы сорт у вас ни был, не будет она в это время доращивать цветоносы, а тем более, как я вам только что показала, давать новый цветонос. Это все-таки результат хорошего ухода и то, что орхидеи хватает. Вот этот препарат, я вам говорила, калий. Именно для цветения орхидей необходим калий. Калий, чтобы заложить цветочную стрелку, необходим, чтобы орхидея, вот как я вам показала, доращивала цветоносики, и чтобы орхидея продолжительно, обильно цвела. Если у вас вдруг нет препарата вот этого монофосфат калия, монокалий фосфат, как он называется, не бывает, пишут с других стран, что нет у них вот такого конкретно в продаже препарата. Просто найдите в любом цветочном магазине, садовом, где все для растений, цветов, овощей продается, какой-то препарат, где есть калий. Видите, здесь калия 33%. Смотрите, препарат, где в составе есть фосфор и калий. И чем больше калия будет, тем лучше. На крайний случай, если уже вообще нету никакого препарата, надо брать, как я вам говорила, удобрения с повышенным содержанием калия и поменьше азота, потому что на азоте это растут именно листва. Гонится хорошая большая листва, но не закладывается цветение. А надо именно дать больше калия и чуть поменьше азота. Знаете, есть такой способ, удобрение, которое идет для кактусов, оно идет именно с повышенным содержанием калия и меньше азота. И тоже хорошие будут результаты. Можете просто приобрести удобрение для кактусов. Но обращайте опять же внимание на этот состав. С осени все свои орхидейки я поливала вот этим препаратом. Я вам показывала результаты, что пошли цветочные стрелки. Я вам показывала, как надо поливать в 3 этапа. Ссылочку на то видео про 3 этапа я вам выложу. Первый раз мы поливаем орхидеи калием, когда цветоносика вообще нет. Мы видим, что хорошее, здоровое растение, готовое к цветению, мы можем пролить вот этим препаратом, чтобы орхидейка заложила цветочную стрелку. Второй раз мы поливаем этим препаратом после того, как орхидея появился только-только цветоносик, для того, чтобы цветонос рос и заложил хорошее количество бутонов. А уже 3-й раз мы поливаем орхидею, когда она готова вот-вот распуститься. Вот видите, как в этом моем случае, вот орхидея Дикий Кот, бутончики большие, первый бутончик вот-вот готов распуститься. То есть вот эту орхидею буквально завтра пора также пролить этим средством с повышенным содержанием калия. Вот этот препарат, мы его применяем 1 к 1. То есть на 1 литр воды мы берем 1 грамм этого препарата. Воду надо использовать прокипяченную и остудить ее. На 1 литр воды берем 1 грамм, у меня лейка чуть меньше, поэтому я буду использовать поменьше. И смотрите, лейка непрозрачная, высыпали и не видно, что там. Этот препарат, если будете в прозрачной таре растворять, вы увидите, он не совсем быстро растворяется. Надо хорошенечко перемешать, чтобы препарат этот растворился обязательно. И вот дальше, прямо здесь на окошке, у меня орхидея, смотрите, стоит в вазоне, поэтому я могу поливать орхидею прямо на окошке. Ее не надо ставить ни в какую глубокую емкость.
по краю горшка я вот таким образом наливаю сюда водичку. И орхидея у меня будет так 15, ну 10-15 минут стоять. А пока я поливаю, отвечу на вопросы, которые вы чаще всего задаете в комментариях, когда я показываю цветение, цветоносы, а также применение вот этого препарата. Есть препарат монофосфат калия, а есть препарат монокалий фосфат. Как дал ответ сам производитель, что это один и тот же препарат, просто разные названия. И вот так, как он сейчас называется, монокалий фосфат, просто более точно с точки зрения науки, поэтому препарат называется, вот как я вам показала, монокалий фосфат. Если вы где-то видите монофосфат калия, это то же самое, можете спокойно покупать, тоже должно подействовать все хорошо на орхидею. Вот так я смачиваю. Далее, про воду, кипятить воду или не кипятить. Смотрите, я воду кипячу. Пару раз пробовала не кипятить, в принципе, я скажу, что я тоже видела хорошие результаты. То есть, конечно, по привычке у меня уже есть, я сейчас воду и дальше продолжаю кипятить и остужать. Если там слишком большое количество, надо одновременно полить, может быть действительно тяжело кипятить воду, поэтому пробуйте. И вот смотрите, орхидейку заполнила у меня получается где-то наполовину горшка, даже чуть-чуть больше. Вот так она у меня сейчас будет стоять. Обращаю внимание, что я поливаю прямо на окне, орхидейку не переставляю, не дергаю. Это опять же ответ на один из комментариев. То, что переставили орхидею, цветонос замер, перестал расти. У меня у самой такие случаи были, что орхидейка дала цветонос, я ее перенесла, и цветонос замер, и после этого дальше он больше и не развился. Поэтому сейчас я стараюсь орхидеи, как только появился цветонос, не дергать. И вот видите, она вот так у меня будет здесь стоять. Я вам говорила, когда распускаются бутоны, пока не распустится последний бутон, я орхидейку, вот даже вот эту, видите, в сторону комнаты не разворачиваю. Только когда, вот как здесь уже, распустятся все бутоны, я разворачиваю в сторону комнаты и любуюсь вот этими орхидеями. Вот эти бутончики орхидейка, вот этот и вот этот, получается, два уже цветут, третий нарастила уже в сторону комнаты, когда в эту сторону была повернута. Это позволяет тому, чтобы орхидейка распускалась, а вот эти цветочки старые не увядали. И плюс они распускаются, знаете, красиво все в одну сторону. И вы потом разворачиваете, вот смотрите, все цветочки смотрят в одну сторону. Если туда-сюда поворачивать, ну вот как эти, видите, распускались уже в сторону комнаты, вот эти два в одну сторону, а эти, видите, уже в другую сторону, потому что я ее развернула. Я не советую орхидеи дергать. Конечно, у меня есть отдельное большое видео, где я рассказывала, в каких случаях орхидея отсушивает вот эти цветы очень быстро, в каких случаях вот эти бутончики могут желтеть и опадать, увядать, и как это предотвратить. Ссылочку на то видео оставлю в описании под этим видео. Я все-таки предпочитаю орхидейки не дергать. 50 на 50, может ничего и не быть, и чаще всего, конечно, ничего и не бывает. Но, как я рассказала и про замерший цветонос, и про то, что бутончики могут отсохнуть и цветение быть более коротким, да, к сожалению, если дергать орхидею во время, когда она еще только растит цветонос и распускает цветы, такое может быть. Дальше в этом препарате, кроме калия, есть еще и фосфор. Я вам показывала. А фосфор, он хорошо действует на корни. Хочу вам показать. Вот смотрите, вот эту орхидею, да, я проливала уже до этого случая монокалий фосфат 3 раза, потому что у нее уже было цветение. Вот сейчас оно доращивает просто вот этот цветонос. Так как она 3 раза уже пролита, сегодня это 4-й раз пролит, 4-й раз на новый цветонос, ну и плюс еще вот на это, да, цветение. То есть здесь и калия достаточно орхидеи по силам, и фосфора. И смотрите, орхидейка начала растить корешки. Видите, вот пошли расти новые корни у этой орхидеи. И обратила внимание, у цветущих орхидей, которые были пролиты уже 3 раза вот этим препаратом, пошли расти корни. Маленькие вот такие молоденькие корешки. То есть этот препарат, конечно, в первую очередь для цветения, но также очень позитивно влияет и на рост корней орхидеи. Я вам как-то показывала свою белую орхидею, где орхидея растит новый цветонос, и на старом цветоносе дала веточку. Там тоже, кстати, пошли расти корни, вам покажу, просто оно стоит на другом, на южном окошке. А на этой орхидейке, вот видите, тоже она у меня уже пролита 3 раза. Вот боковая веточка. Так, вот боковая веточка, но она пока маленькая, такая тоненькая. Ну, посмотрим, разовьется ли она во что-нибудь. Будем ожидать вот этого. На этой орхидейке, вот видите, вот эта орхидея, это новый цветонос, здесь 2. А на старом цветоносе вот тоже пошла расти вот эта вот веточка у меня. Задавайте еще вопросы, пишите в комментариях, буду дальше отвечать.
про применение калия для орхидеи, в данном случае это калий и фосфор идет, но смотрите, чтобы было достаточно большое количество калия. Прошло 15 минут, я раствор этот слила. Сейчас орхидейка, конечно, немножко накапает на дно, то есть будет стоять над водой, еще водичка чуть-чуть стекает. Всем, кому было полезно это видео, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!